вами Валентин, и сегодня мы разберемся, чем отличаются аппараты нового поколения K5 Full Control. Есть K5 Full Control, есть K5 Full Control, K5 Full Control Plus, Premium Plus. Что это вообще такое и как их, все отличать? Все очень просто. Full Control — это вот этот вот корпус с выдвижной ручкой, вот такой возможностью его взять. Что такое плюс? Плюс означает, что у аппарата одна насадка, которая выполняет функцию двух насадок. То есть вы не переключаете, то есть в обычном аппарате вы делаете вот так, эту сняли, эту поставили. В плюсе вы делаете вот так. Щелк, щелк, щелк. Все у вас работает. Более того, в плюсе есть регулировка мощности, и вы, нажимая на плюс-минус, регулируете подачу воды и давление. Вроде бы все очень просто, но на самом деле разница в обоих аппаратах в помпе. То есть вот эти плюсики-минусики, они дают на специальную штуковину, которая стоит возле помпы, информацию, и та регулирует давление на помпе, а не в пистолете. Поэтому тут помпа сложнее, тут помпа проще. Соответственно, этот дороже, этот дешевле. То есть не пистолет дороже, а сама конструкция аппарата. Дальше. Что такое премиум? Премиум — это значит, что у аппарата хоть Full Control, хоть Full Control Plus стоит сзади барабан. Вот на аппарате барабана сейчас нет. Но главная фишка этих аппаратов, что барабан, в принципе, даже если вы его купили без барабана, вы можете поставить. Если раньше на мини-мойках вы не могли этого сделать, потому что там помпа была другая, то теперь тут подключение шланга такое же, как на аппарате с барабаном. А теперь самый главный, самый интересный вопрос. Что будет, если вы купили аппарат плюс с вот таким пистолетом, и что-нибудь произошло с этим пистолетом, вы потеряли его? Можно ли купить более простую модификацию? И будет ли аппарат вообще работать на этих, без данных от пистолета? Я предлагаю попробовать. Итак, для начала берем обычный Full Control с пистолетом без регулировки. Подключаем все это дело. Включаем аппарат через наш куб. Развоздушиваем. Аппарат развоздушен. Что же мы видим, когда нажимаем? Вот тут тоже не просто пистолет. Тут есть индикация. У нас идет микс. Поставили на... Перекрутив насадку на максимальное давление, то есть еще раз, микс. Перекрутили. Сразу перещелкнулось. Что происходит, если мы поменяем на грязевую фрезу? Грязевую фрезу, кстати, только вниз надо включать. Сразу максимальное давление. Итак, с этим аппаратом все понятно. Показывает просто вам индикацию, мы его включаем и выключаем. Подключаем тот, который плюс, и смотрим, что же будет с ним. А потом поставим на него вот этот пистолет. Переключаем в режим струйной трубки. Индикация у нас работает. Показывает всякую фигню. Ага. Аппарат тоже иногда надо включать. Включу на максимум. Брызги везде вообще. Итак, регулируя этой штукой, все происходит, давление увеличивается, уменьшается, тут ничего не кручу.
Включил на грязевую фрезу. Нажимаю. А ну-ка. Зашибись, короче. А теперь самое интересное, для чего, собственно, все и начиналось. Меняем пестики местами. Отключить, сбросить давление. Тогда можно достать шланг. Ставим обычный пистолет. Включаем. Короче, все отлично. Получается, обычный пистолет сейчас показывает, что давление идет максимальное. Если мы покрутим насадку софт, идет минимальное давление. То есть по умолчанию на помпе стоят таким образом настройки, что она в максимальном положении отключается. И когда вы поставили простенький пистолет, работаете как с обычным, без вот этих регулировок с кнопками. На этом все. Был прикольный эксперимент, давно хотел узнать, как это работает. С вами был Валентин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!